Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшнее наше видео о переговорах США, Украины и России. Скорее всего и ближе всего тема касается взаимоотношений между США и Украиной или между Трампом и Зеленским. Дональд Трамп, чья фигура вновь возвышается над американской политической сценой, представляет собой не просто вызов для внутренних устоев США, но и серьезную угрозу для международной стабильности. Его подход к внешней политике, пропитанный изоляционизмом, эгоцентризмом и откровенным пренебрежением к нуждам союзников, особенно остро бьет по Украине, стране, которая уже третий год борется за свое выживание против российской агрессии. В мире, где поддержка демократических ценностей и противостояние авторитарным режимам становятся все более важными, Трамп и его идеи оказываются на стороне регресса, а не прогресса. Его политика не только ослабляет Украину, но и подрывает основы глобального порядка, который защищает свободу и справедливость. С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года стало очевидно, что судьба этой страны – это не просто локальный конфликт, а линия фронта в глобальной борьбе между демократией и тиранией. Украина, несмотря на огромные потери, стала символом несгибаемого сопротивления, доказав, что даже перед лицом превосходящей силы можно отстоять свое право на независимость. Однако для этого ей нужна поддержка Запада и в первую очередь Соединенных Штатов, чья военная и финансовая помощь стала спасательным кругом для Киева. Трамп же, напротив, неоднократно демонстрировал свое равнодушие к этой борьбе. Его громогласное заявление о том, что он способен закончить войну за 24 часа, звучат не как продуманный план достижения мира, а как циничное предложение заставить Украину сдаться на милость Путина. Эта риторика – лишь продолжение его давней симпатии к авторитарным лидерам, которых он откровенно восхвалял, будь то Путин, Ким Чен Ын или Си Цзиньпин. Конкретные примеры действий Трампа против Украины только подтверждают эту тенденцию. Если оглянуться на 2024 год, можно вспомнить, как Трамп, вновь обретя влияние, способствовал задержке военной помощи Киеву на сумму около 60 миллиардов долларов. Этот пакет, включавший поставки артиллерийских снарядов, систем ПВО и другого критически важного оборудования, был жизненно необходим для защиты украинских позиций от российского наступления. Задержка, вызванная сопротивлением республиканцев под давлением Трампа, связавших помощь с вопросами внутренней политики США, ослабила позиции Украины на фронте и дала России возможность укрепить свои силы в ключевой момент. Этот случай стал очередным доказательством того, что для Трампа интересы союзников лишь инструмент для достижения собственных целей, будь то политическое давление или популистская повестка. Еще раньше, в 2019 году, он уже шантажировал президента Зеленского, задерживая помощь в обмен на компромат на своих оппонентов, что привело к импичменту. Оба этих эпизода показывают, Трамп готов жертвовать жизнями украинцев ради личной выгоды. Еще одним проявлением трамповского подхода стала его недавняя инициатива «Сделка по редкоземельным металлам», предложенная в феврале 2025 года. Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина поставляла США редкоземельные элементы, такие как неодим, лантан и церий, необходимые для производства электромобилей, вооружений и высокотехнологичной электроники, в обмен на военную и финансовую помощь в войне с Россией,
На первый взгляд это может показаться прагматичным шагом. США получают доступ к стратегическим ресурсам, а Украина – поддержку. Однако при ближайшем рассмотрении эта сделка оказывается глубоко порочной и несправедливой как для Украины, так и для глобальной стабильности. Во-первых, сделка ставит Украину в положение сырьевого придатка, а не равноправного партнера. Трамп открыто говорит о том, что помощь Киеву должна быть обеспечена редкоземельными металлами, превращая поддержку в коммерческую транзакцию. Это не союзничество, а эксплуатация страны, которая и без того находится в состоянии войны и экономического истощения. Украина, чьи месторождения редкоземельных элементов, по данным Института геологии Украины, включают такие ценные ресурсы, как литий и титан, вынуждена будет отдавать их за бесценок, вместо того, чтобы развивать собственную переработку и получать полную выгоду от своих богатств. В условиях, когда Россия уже оккупировала около половины этих месторождений, по словам Зеленского в интервью Reuters, такая сделка лишь усугубляет уязвимость Украины, лишая ее будущего экономического потенциала. Во-вторых, предложение Трампа игнорирует реальность. У Украины нет действующих коммерческих шахт по добыче редкоземельных металлов. Война разрушила инфраструктуру, а разработка таких месторождений требует огромных инвестиций и времени, ресурсов, которых у Киева сейчас нет. Ожидать, что Украина в разгар боевых действий начнет поставлять редкоземельные элементы, это либо наивность, либо сознательное давление на истощенную страну. Более того, Китай, доминирующий на рынке редкоземельных металлов, 60% мировой добычи и 90% переработки, по данным Международного энергетического агентства, вряд ли останется в стороне, если США попытаются перехватить контроль над украинскими ресурсами. Это может спровоцировать новый виток геополитической напряженности, втянув Украину в еще более опасную игру. В-третьих, сделка подрывает моральные основы поддержки Украины. Вместо того, чтобы помогать стране ради защиты демократии и международного права, Трамп превращает помощь в бартер, где человеческие жизни и суверенитет торгуются за металлы. Это особенно цинично в свете Будапештского меморандума 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России. Россия нарушила эти гарантии, а теперь Трамп, вместо того, чтобы выполнять обязательства США, предлагает сделку, которая больше напоминает вымогательство. Какой сигнал это посылает другим странам, полагающимся на американскую поддержку? Что их независимость и безопасность тоже могут стать разменной монетой в трамповских сделках. Наконец, сделка выгодна только Трампу и его окружению, но не США в целом. Его интерес к редкоземельным металлам связан с желанием противостоять Китаю в торговой войне. Но вместо стратегического подхода, например, инвестиций в добычу внутри США или содействия союзникам вроде Австралии, он выбирает легкий путь, выжимая ресурсы из ослабленной Украины. Это не укрепляет американскую экономику, а лишь обогащает узкий круг приближенных бизнесменов, которые получат контракты на переработку. В долгосрочной перспективе такая политика ослабляет позиции США как лидера свободного мира, подрывая доверие союзников. Трамп и его сторонники любят повторять, что Америка не должна тратить деньги на чужие войны. Этот лозунг, звучащий из уст популистов, может казаться привлекательным для части американцев, уставших от глобальных обязательств. Однако война в Украине – это не чужая война, а битва
за будущее всего демократического мира. Если Россия одержит верх благодаря недостаточной поддержке Запада, это станет не только трагедией для миллионов украинцев, но и сигналом для других авторитарных режимов, что агрессия остается безнаказанной. Китай, наблюдающий за событиями с интересом, может укрепиться в своих амбициях относительно Тайваня. Иран и Северная Корея, вдохновленные слабостью Запада, могут активизировать свои угрозы. Трамп со своим узколобым изоляционизмом не видит этих долгосрочных последствий. Его подход превращает США из лидера свободного мира в страну, которая прячется за лозунгами, вместо того, чтобы защищать свои интересы и ценности. Поддержка Украины, напротив, это не просто акт милосердия, а стратегический шаг, выгодный всему Западу. Украинские вооруженные силы, уничтожившие сотни танков, самолетов и десятки тысяч российских солдат, фактически ослабляют Россию, государство, которое десятилетиями угрожает безопасности Европы и США. Каждый доллар, вложенный в помощь Киеву, включая те около 60 миллиардов, которые Трамп задержал в 2024 году, это инвестиция в стабильность и безопасность, которая обходится дешевле, чем прямое военное вмешательство американских войск в будущем. Более того, успех Украины вдохновляет другие народы, стремящиеся к свободе, показывая, что демократия может победить даже в самых тяжелых условиях. Особое внимание стоит уделить моральному аспекту, связанному с Будапештским меморандумом 1994 года. Тогда Украина, обладая третьим по величине ядерным арсеналом в мире, согласилась отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России. Этот документ стал актом доверия к международным обязательствам, но Россия нарушила его, аннексировав Крым в 2014 году и начав полномасштабную войну в 2022. США, как один из подписантов, обязаны защищать суверенитет Украины, но Трамп с его пренебрежением к договорам фактически предает это обещание. Его политика задержек помощи, как в 2024 году с около 60 миллиардами долларов, и его торг за редкоземельные металлы демонстрирует, что для него международные обязательства – это пустой звук. Это не просто политический промах, а удар по репутации США как страны, которая держит слово, подрывая доверие других наций, которые могут рассчитывать на Вашингтон в будущем. Но Трамп не ограничивается одним лишь эпизодом с задержкой помощи. Его общая философия, Америка прежде всего, разрывает ткань международных альянсов, которые десятилетиями служили опорой глобальной безопасности. НАТО, которое он называл устаревшим и угрожал ослабить, остается ключевым инструментом сдерживания России. Однако Трамп видит в таких союзах лишь обузу, а не силу. Его недавние заявления о возможном сокращении помощи Украине в случае возвращения к власти лишь усиливают это впечатление. Он не понимает, что поддержка Киева – это не благотворительность, а способ ослабить врагов демократии без необходимости отправлять американских солдат на поле боя. Вместо этого он предлагает сделки с диктаторами, которые в долгосрочной перспективе лишь усиливают угрозы для самих США. Еще одним аспектом, который нельзя игнорировать, является символическая роль Украины. Ее борьба – это зеркало, в котором отражается стойкость демократических идеалов. Каждый разрушенный российский танк, каждая отбитая атака – это победа не только Украины, но и всех, кто верит в право народов самим определять свое будущее. Трамп же со своим эгоцентричным взглядом не способен оценить эту значимость.
Его политика – это путь к разобщенности, слабости и в конечном итоге к поражению перед лицом агрессора. В заключение скажем, поддержка Украины – это не только моральный императив, но и стратегическая необходимость для сохранения мирового порядка, основанного на свободе и справедливости. Трамп с его недальновидным изоляционизмом и шантажом, как в случае с задержкой около 60 миллиардов долларов в 2024 году и сделкой по редкоземельным металлам, представляет угрозу этой миссии. Его подход предает не только Украину и обязательства по Будапештскому меморандуму, но и всех, кто верит в силу Объединенного Запада. Сегодня, как никогда, важно отвергнуть его идеи и сказать «нет» лидерству, которое ставит личные интересы выше глобальной ответственности. Украина заслуживает не предательства, а решительной и бескомпромиссной поддержки. Мир не может позволить себе проиграть эту битву из-за таких, как Трамп, чья политика – это не сила, а слабость, замаскированная под популизм. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков.